that's a great question, Olga. No. No, I have to be very uncomfortable to move the way I do. I'll have like a big fur coat on. Hi, this is Eric 13 reporting from KGV. I think within the next few months probably, and we're shooting a couple music videos over the next couple months as well. And it's like, ooh, there's a new person to fuck with today. She's like, please stop asking about KGV. Всем привет! Привет! С вами снова канал Медиатор, на котором мы делаем интервью с нашими любимыми артистами о нашей любимой музыке. Сегодня в нашем видео Эрик Сатин и Джо Летс, которые приехали с группой Comedy Christ. Группа организует масштабнейший тур, не менее 50 концертов за 3 месяца, и стартуют они его как раз-таки в России. Начали они его в Санкт-Петербурге, затем продолжили в Москве. На самом деле, ребята были очень-очень к нам добры, они согласились встретиться с нами для этого интервью в свой выходной день, несмотря на очень плотный концертный график. Но надо сказать, что мы тут совершенно облажались, потому что ребята серьезно готовились к нашему интервью. Хотели поговорить с нами на всякие серьезные темы. Про Путина, про политику, про переодевание немного. А мы пристали к ним с какими-то дурацкими вопросами, там, про новую пластинку Comedy Christ, про новую пластинку Эмигрейта, про сольные планы Эрика, вот в таком роде. Ну а если серьезно, нам было очень весело. Давайте посмотрим, что же получилось. Прежде всего, спасибо большое за то, что нашли время поговорить с медиатором. Я хочу начать с очень простого вопроса. Вы отправляетесь в очень большой тур и начинаете его в России. Как, по-вашему, прошли ваши 2 концерта здесь? Вообще, как в России вас встречают? Россия лучше. Мы всегда стараемся начинать наши туры в России, если это возможно. И заканчивать их тоже здесь. Да, так что мы решили, что может быть лучше, чем начать тур в России, конечно же. Большой мировой тур. Вы довольны тем, как концерты прошли? Да, очень довольна. Санкт-Петербург был прекрасен. Москва была прекрасна. Спасибо нашим замечательным промоутерам Wild Energy. Они так хорошо о нас заботились. И ваш тур называется Everybody Still Hates You. Это звучит как отголоски второго альбома Comedy Christ. Почему это так? Ну, мы недавно решили посмотреть наш старый материал, по поводу которого люди жалуются, что мы его не играем. И поэтому мы решили назвать наш тур как-то похоже на пластинку, чтобы народ типа понял, что мы вернулись к нашим старым песням в этот раз. Может быть, это глупый вопрос, но мне действительно очень интересно. Кто вообще придумывает у вас все эти вип-предложения? Вот эти все пакеты, типа «День для Роуди» и так далее. Ну, Для чего? у вас был такой пакет «День...» нет, «Роуди на день». Например, пакет «Роуди на день». Вы, ребята, сами придумываете эти названия и содержание, или это кто-то из Нет. вашей команды? Знаешь, забавно. Я видел Nine Inch Nails придумали эти предложения лет так 10 назад. Это было задолго до того, как вообще кто-либо начал делать такие VIP-пакеты. И они пытались собрать денег для кого-то, кто нуждался в пересадке сердца, какая-то безумная история. Они старались с Jane's Addiction. Их предложение состояло в том, что люди могли прийти, посмотреть их саундчек, на котором они играли некоторые песни, не исполнявшиеся на концертах. А потом они еще устраивали ужин в этом свадебном стиле. И я тогда подумал, интересно, ведь это дает фанатам такую возможность. Потому что чем больше становится ими, тем сложнее нам выходить, допустим, к прилавку с мерчем после каждого шоу. Типа, конечно, из нас туда всегда выходит пара человек, которые встречаются с поклонниками, подписывают автограф и так далее. Но делать эти группы уже практически невозможно. Ну, понимаешь, после концерта всегда кто-то оказывается в больнице, другой может на пляже с девушкой разговаривать, третий пьет апельсиновый сок в автобусе. Так что эти предложения дают возможность тем, кто действительно очень хочет встретиться с группой, гарантию того, что группа пройдет время с такими поклонниками. Так вот, я увидел, что Nine Inch Nails делают такое, и подорвался. Давайте это сделаем.
И мы были в туре с Джулиан Кей, я пристал к своему менеджеру, я ему такой говорил, думаю, нам нужно это сделать, думаю, получится очень круто. А он мне отвечал, да нет, это никогда не заработает, никогда не сработает. Ну и за день до старта тура я все не сдавался. Тогда он мне такой бросил, окей, давай, делай, но я не хочу делать этому, не имеет никакого отношения. Вот, это было прямо, ну, я сказал, по рукам. Я выложил эти предложения, пошел спать, а утром проснулся, и у меня 20 тысяч на банковском счете. Тогда я подумал, окей, люди правда очень этого хотят. Круто то, что все всегда такие, ну, тут надо пояснить, кто не понимает, что есть люди, которые считают, что если группа такое делает, это проявление нашей жадности. Но они не понимают, что индустрия пластинок уже не та. И группа в наши дни гастролирует для того, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Если группа когда-то продавала 100 тысяч пластинок, теперь можно считать себя счастливчиком, если ты продаешь там 15 тысяч. И такая компания забирает себе все деньги, потому что они перед этим дали группе деньги на запись альбома. Так что с пластинок музыкант вообще не имеет никакого дохода. Ну, если ты не Бритни Спирс. А когда отправляемся в тур, у нас идут сплошные расходы. Там автобус $1000 стоит, а то и 1500, и 1800 из-за бензина. Если нам предстоит длительный переезд или что-то вроде того. А еще нам заплатить надо всем участникам группы, техникам, барабаны. У нас соглашение с Orange. Короче, это нам помогает. Да, простите, я увлекся. Так что да, я стараюсь творчески подходить к предложениям, и мы делали вечеринку с пиццей, что еще мы там делали, ну не помню. Я думаю, тут еще важно то, что эти предложения позволяют суперфанатам, как мы их зовем, не бороться за место под солнцем. Получается, что дело теперь не в удаче, не во времени, или, например, не в знакомстве с кем-то за кулисами, или не вот в этом «мой брат работает в клубе». Такие предложения позволяют тем людям, которые больше всего хотят встретиться с группой, даже не обязательно с нашей, другие тоже так делают, получить тот уровень вступа, которого у них не было при любых других обстоятельствах. И хотя деньги здесь играют важную роль, для нас дело не исключительно в них, просто это единственный способ, этот денежный фильтр. В противном случае у нас была бы 1000 человек, которые хотели бы поучаствовать. А так у нас их 5, но зато для них это действительно важно. Мне кажется, это круто, когда люди, которые больше всего хотят встретиться с группой, получают эту возможность. И я думаю, мне самому это очень нравится, это очень весело. Да, и я под большим впечатлением от предложенных вами вариантов. Ну, от того, как они называются и что в них входит, это просто... Ну, вот как ты сказал, вечеринка с пиццей и все такое. Мы садимся в автобус и пытаемся придумать какое-нибудь безумие, которое людям тоже бы понравилось и было бы интересно. Что-нибудь, что их встряхнет. Мы также хотим, чтобы это было интересно и нам самим. А то, знаешь, войди и обнаружить 5 человек, которые сидят такие и говорят «Привет, привет». Да, что касается Роуди на день, многие не понимают, что это за Роуди на день. На самом деле, когда я впервые с этим столкнулся, это было предложение от группы «Фильтр». Я тогда подумал, вот гады, заставляют людей платить за то, что те еще и работают на них. Потом прочитал описание, подумал, да нет, все круто. В общем, люди, которые этот пакет покупают, просто приходят с нами потусить на весь день. И в целом видят все то, что обычно видят техники. Ну, как я готовлюсь к выступлению, или как Эрик спит. Да, это не так уж гламурно все. Обычно люди видят тебя 1 час, что ты на сцене. Они, знаешь ли, не видят, как ты 5 часов ждешь, чтобы приехала еда, не видят разгрузок и погрузок оборудования. Это уникальный взгляд изнутри. Ну и, по правде говоря, это весело, потому что мы настолько устаем друг от друга в туре, что когда появляется какой-то новый человек, ты такой, сегодня можно с кем-то новым повозиться. Так что этот человек оказывается в центре всего. Ага. Так, ну и в этот раз у вас будет очень большой тур. Вам вообще комфортно с таким размахом? Как вы вообще? Я хочу сказать, в будущем вам предстоит очень много Для нас это путешествий. легко. Да, для нас это легко. Вы вообще что-то успеваете делать, когда находитесь в туре? В смысле, кроме выступлений и дороги? Немного. Вряд ли тебе выпадают какие-либо выходные дни. Может, 1 день в неделю или 1 день в 2 недели. И самое важное в таком случае — это сон. Надо стараться немного выспаться в эти выходные дни. Ну и сходить в Walmart. Ты знаешь, что такое Walmart? В России есть Walmart? Нет. А где вы тут покупаете зубную пасту? Что покупаем? Зубную пасту. Да, нам нужно было купить, и мы не нашли Я ни думаю, одного он называется магазина. Путин Маркет. Это забавно? Так, можно вообще говорить? Про Путина можно шутить? Нет, никаких шуток про Путина.
Вы уже шутите. Смотри, какие стало неловко. Она Я такая, видела, нет, я просто вспомнила. Путин классный. Я просто вспомнила, как вы в Фейсбуке писали, типа, ну, только не говорите Путину. А это окей? Я нервничал, потому что мне все говорили, дескать, ты не можешь такое говорить. Не, позвольте спросить, не, легально ли быть геем в Европе, в России? Нет, В нет, я бы России не легально сказала, быть это... геем? Но если ты гей публично, тебя арестуют? А вот как на вчерашнем нашем концерте, я был одет женщиной, демонстрирую, что у меня на самом деле есть Ну, пенис кстати, на гей это сцене. из тебя не делает. Это Не-не-не, хорошее замечание. я про то же. Вот если меня за это могут арестовать? Потому что меня не арестовали, но я немного нервничал, что меня могут арестовать. Как я понимаю, Ну, я не юрист. нет. Так что если они говорят на камеру, они скажут, конечно же, это незаконно быть геем в России. Но если им действительно захочется тебя арестовать, То есть они на правительство работают. Да не, вы просто блогеры. я думаю, это пойдет в какую-нибудь специальную сеть КГБ. Ну, мы же все знаем, что Facebook это сеть ЦРУ и КГБ. То есть, думаешь, у этого Facebook-поста будет особый русский след? Окей, ну так есть какие-нибудь новости о новом альбоме Combi Christ? Что-нибудь? Окей. Новая пластинка в работе прямо сейчас. Мы начинаем продвигать ее перед большим осенним туром. Но это все супер секретно. Мы пока не можем об этом говорить. Однако там будет прекрасная музыка, которая, я думаю, понравится как нашим старым, так и новым поклонникам. Но когда именно это все будет, ты тоже сказать Когда не можешь. именно, тоже не могу. Окей. А как появилась идея позвать второго барабанщика? Потому что я помню, что раньше им был Тревор Фридрих, но он не играл с вами довольно долгое время. Да-да. Это было... Вот он, например, с ним никогда не играл. Ты имеешь в виду, почему мы снова с ним начали играть? Да. Знаешь, Тревор был очень хорош, он был вроде как незаменим в тот момент, когда ушел от нас. И мы решили просто продолжать пару туров без него. И регулярно жалуюсь, что скучает второму барабанщику. Так что в конце концов мы встретили Ника Росси. Он был на гастролях своей старой группы New Year's Day, который играл у нас на разогреве, и нам он действительно очень понравился. Мы перетерли между собой, решили, почему бы не пригласить его к нам и не вернуть второго барабанщика. Это было очень хорошо сработало. Им нужно было зажить последний тур вместе, так что мы съездили в еще один гастроль без второго ударника, но в этом туре он к нам возвращается. Добро пожаловать, малыш Ник. Малыш Ники. Да, он, кстати, русский. Частично русский, да. Возможно, поэтому фанаты его тут так и любят. У него очень хороший пенис. А ты вот устраиваешь очень зрелищные представления. И тебе как вообще? Тяжело в таком наряде играть? Тебе так комфортно? Нет. Нет, мне должно быть очень некомфортно, чтобы я двигался так, как я это делаю. А то я еще хочу сказать, еще вот эта штука у тебя во рту. Физически или эмоционально? Эмоционально и физически. Я стараюсь поссориться с членами семьи перед выходом на сцену. Через СМС, знаешь. Типа, у меня очень милая мама, я ей пишу что-нибудь вроде «Мне не понравился тот цыпленок, которого ты приготовил мне 5 лет назад». И она жутко расстраивается и пишет мне в ответ, мол, «А ты мне не нравишься как сын». Я очень расстраиваюсь. И потом еще... Я не люблю спокойно сидеть на сцене. Поэтому я кладу себе туда кнопки. Знаешь, такие кнопки. Бумагу на стене ими можно крепить. Они типа острые. Так вот, я кладу 3 кнопки себе в промежность между задним проходом и членом. И потом сажусь на них. И когда я начинаю двигаться, мне потом приходится постоянно двигаться. Но после шоу, конечно, все паршиво. Мне нужно, чтобы кто-нибудь, Эрик или мой техник по барабанам, помог мне с неспорином. Это такое противоинфекционное средство. Одище, да. Потому что если делать так каждую ночь, ну, это не очень полезно. И еще эта штука во рту, знаешь, она ужасна. Как там, кстати, техник? Я не могу Техник даже по воды барабану? нормально Ты же попить. искал техника. Он смог все это пережить вообще? Да, у меня был техник по барабанам. Он умер за день до начала этого тура, так что я нашел себе нового для этих концертов. И еще один будет А для для американского российских тура. гастролей ты здесь техника нашел? Да, он был здесь, да. Его зовут Роман. Он большой поклонник, и я знал, что он первым предложит свою помощь. Отличная работа, Роман. А что происходит с твоим брендом одежды? А что с ними происходит? Ага. А с ним вообще что-нибудь происходит? Я делаю одежду. Шью ее в свободное время. На самом деле, да, у меня есть бренд одежды под названием Fuck Sleep. Все его вечно пишут неправильно, он произносится Fuck Sleep, но пишется F-U-X-S-L-E-P. Это такая ржака.
У меня просто как бы очень странное чувство юмора, и я решил типа делать футболки с принтами идей, которые приходят мне в голову. И некоторым людям, которые понимают мое чувство юмора, это нравится, и они эти футболки покупают. Просто поржать. Но ты их реально прям придумываешь, как дизайнер? Do I design it? Делал ли я дизайн? Ну да, ты чего-нибудь вообще понимаешь там в тканях и так далее? Ideas? Я просто идеи генерирую. Или ты просто... It's just the artwork. Это просто художественная работа, Окей. я только идеи выдаю. А потом делаю принт на футболках. Do you like it? Тебе нравится? Кое-какие. Некоторые. Так моя мама бы сказала. Да, конечно, перед тем, как ты ее Да. расстроишь. Так что, возможно, она тоже могла бы тебе писать перед выступлением. Чтобы рассказать, какое дерьмо мой бренд одежды. Ну, а ты давал много сольных выступлений перед тем, как отправиться в этот тур с Comeback Rise. Можешь рассказать, что у тебя там происходит в твоей сольной карьере? That's a great question. Это отличный вопрос, Ольга. No, it's true. I also Нет, это правда. Я еще делаю... Знаешь, Comeback Rise много времени проводит в турах, но у нас также бывают периоды, когда мы не гастролируем. Так, например, дела обстояли последние несколько месяцев, и тогда я предпочитаю не браться за какую-то принципиально другую работу. Ну, знаешь, я не хочу ходить в офис на дневную работу, так что я пишу еще кое-какую музыку. Я выступал в Америке, в Германии и по всей Европе. Я надеюсь, что буду выступать в России. Но сам я пишу разную музыку, не только индастриал. Я больше так, по року, ну и всякие другие жанры тоже. Я надеюсь скоро сыграть в России. Это что-то, что тобой уже запланировано или так? Мечты просто. Да, это план. Мы работаем над этим с Wild Energy. Я очень надеюсь вернуться в Россию с сольным туром в конце этого лета. Я буду играть в Санкт-Петербурге и в Москве, как минимум. Но я хотел бы также посетить и другие города. Я хочу увидеть больше России, такой глубокой России. Хочу побывать в Сибири. Сибирь прекрасна. И в Омске, и в Казани, и в Мурманске, Я во только что оттуда Владивостоке. тоже была в первый раз. Из Сибири. Откуда? Там было прямо... Понимаешь, я про нее тоже немногим больше вас знаю. Там было очень круто. Да, я хочу поехать туда и спать с волками, встретить полярного медведя и вообще всяких там медведей. И людей еще, которых туда сослали за политические взгляды. Люди мне сказали, кстати, только не есть медведей. Не есть медведей? А их Да. можно есть? Ну да, всякие там крутые рестораны иногда подают мясо медведей. А почему сказали их не Ну, есть? две причины. Магическая. Типа, нужно сначала убить медведя, если хочешь его съесть. Потому что это типа тотемное животное. Ну, а если тебе такая телега не очень интересна, то это довольно загрязненное мясо, потому что они едят все подряд, в том числе из мусорок. А, прям как лобстеры. И я вам сообщу, когда приеду в Сибирь. Буду оттуда постоянно рапортовать. Да уж, пожалуйста. На мне будет такая здоровенная шуба, типа... Привет, это Эрик 13 ведет репортаж из Сибири. На здоровье. А я видела одно твое видео. У тебя ведь есть YouTube-канал, в котором ты делаешь кавер на песню Дэвида Боуи «Lady Stardust». Меня это очень заинтересовало, потому что это, скажем так, не самый очевидный выбор песни. Ты мог бы это все прокомментировать? Ведь, насколько я понимаю, ты вообще любишь все это поколение глэм-рок музыкантов. Но... Ну, я большой фанат Дэвида Боуи. Понимаешь, он серьезно на меня повлиял с музыкальной точки зрения, и как на автора песен, и как на певца. И мне всегда очень нравилось его творчество. Когда я играю во время своих сольных концертов, я выступаю автором песен, и я исполняю собственную музыку. Но мне нравится играть именно то, что меня как-то трогает. Понимаешь, универсальных правил тут не существует. Дэвид Боуи — один из тех людей, чью музыку я играю, а что касается этой песни, я просто слышал очень интересную ее версию. Это на самом деле была оригинальная демо-запись, сделанная самим Боуи. На ней звучит просто пианино и вокал. И мне это показалось настолько интересным, что так и захотелось самому попробовать. И вот, когда я был в своей домашней студии, как-то раз мой друг играл на пианино, и мы решили разобрать эту песню. У меня никогда не было намерения ее записывать или выпускать, или делать на нее видео. Это все просто стало счастливым совпадением. Так вот, через пару дней после того, как я выучил эту песню, у меня возникла рандомная возможность посетить звукозаписывающую студию. А там ребята мне говорят: а давай запишем песню. У тебя есть что-нибудь? И я сказал: а как насчет этого трека Дэвида Боуи? Мы записали его, и я остался очень доволен результатом.
А потом я был на одной вечеринке в Лос-Анджелесе, сидел там, болтал с кем-то и выяснилось, что рядом со мной сидит режиссер видеороликов. И когда мы разговаривали, она сказала, нам нужно как-нибудь что-нибудь сделать вместе. А на следующий день она, звали ее Сара Манков, позвонила мне со словами, у меня есть доступ в студию, хочешь снять ролик? Вот мы и пошли в студию, без сценария, без всего, и просто сняли видео. И я опять остался очень доволен результатом. Да, оно и правда очень крутое. А какой твой взгляд на... Ну, как ты понимаешь всю эту историю с Ютубом? Потому что мы тоже все это снимаем для Ютуба. Я просто интересуюсь, потому что у тебя есть свой канал. Что это такое? Это делает тебя блогером, или ты это видишь как рекламный инструмент, или, я не знаю, это просто развлекалочка? Но это, безусловно, рекламный инструмент, тут нет сомнений. Я хочу сказать, любые социальные сети являются инструментом для промоушена. Но это также и пространство для художественного высказывания, место, куда ты сможешь выложить свою музыку, особенно сейчас, когда медийные средства постоянно меняются. Это теперь ведь уже не просто сделал пластинку, и люди пошли и купили ее в магазине. Нет, тебе надо ее двигать через Инстаграм, или Фейсбук, или Spotify, или что-нибудь там еще, только ради того, чтобы твое заявление или искусство, или твое что бы то ни было, вообще увидело свет. Так что YouTube в наши дни жизненно важен для артиста. Как для того, чтобы делать деньги, рекламировать свои концерты, свой бренд, так и для того, чтобы стать платформой, на которой можно показать свое искусство. То есть, например, видео Lady Stardust было сделано, не знаю, просто было сделано прежде всего ради самого акта создания. Думаю, до какой-то степени так дела обстоят с любой песней, любым видео, любым альбомом. Я также хотела бы спросить про твой другой проект Emigrate. Ага. О нем есть какие-то новости? Потому что я помню, как пару лет назад ходили слухи, будто вы будете вновь собираться и якобы хотите что-то записать. Да, уже сделано. Это уже Да, сделано? сейчас сводится материал. Так, а мы знаем, когда мы все что-нибудь про это услышим? Я думаю, наверное, в течение нескольких следующих месяцев. И еще мы снимем пару-тройку видео О, классно. за это время. Ага. Спасибо большое, спасибо за ваше время. Очень жаль, что вы пропустили тело Ленина. Да, это он хотел увидеть. Alligator. Everyone do the alligator. Она такая, пожалуйста, прекрати спрашивать про КГБ. Здесь есть немного неплохого русского пива. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ищите нас в социальных сетях. И увидимся не ровно через неделю. Пока!